Обновление на канале «Файлы Джонни Деппа». Джонни Депп против Эмбер Хёрд, штат Калифорния. Недавно появившиеся на сайте суда документы говорят о том, что, похоже, стороны пришли к какому-то соглашению, и слушание, посвященное допросу доктора Дэвида Кипера, отменили. Это слушание должно было пройти 28 февраля, согласно все тем же документам и судебному расписанию. Может быть, Кипер приготовил то, что просила Хёрд, она получила это и теперь предпочла это прикрыть у себя до суда в апреле? Но Кипер также хранит информацию про Эмбер, так что ей стоит быть осторожной со своими желаниями. Почему допрос доктора Кипера в суде был отменен? Кто мог отменить это заседание? Ответы на эти вопросы вы получите из этого видео. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с Джонни Деппом. Привет, друзья! Вы смотрите файлы Джонни Деппа. Несколькими днями ранее повестка в суд Калифорнии для доктора Дэвида Кипера была исключена из календаря. Есть мысль, что ее могла отменить сторона ответчицы, Эмбер Хёрд, потому что отменить ее может только тот, кто подавал документ. Может быть, они уладили дело. Вот прямой текст. 28 февраля 2022 года в 8:30 утра в 19-м департаменте слушания по ходатайству о принуждении Дэвида Кипера предоставить документы, соответствующие повестке в суд для производства, не состоялось в связи со снятием с календаря стороной. Скорее всего, именно Хёрд вывела это слушание из судебного календаря. Снято стороной. Это либо она, либо Джей Ди. Нет, он не может отозвать ходатайство, если он не предоставлял его в суд. Потому что если бы это было так, то другая сторона могла бы запросто убирать что-то из календаря суда, как только первая сторона добавляла бы это в него. Еще 15 февраля 2022 года в калифорнийском деле Джонни Деппа против Эмбер Хёрд вышло обновление. В документе написано, что Джонни Депп возражает против повторного вызова доктора Кипера в суд и предоставления им дополнительных документов. Во-первых, ходатайство бывшей жены Джонни Деппа было подано несвоевременно и представляет собой ненадлежащую попытку обойти обязательные сроки для принуждения к вызову стороннего свидетеля, которым является доктор Дэвид Кипер. Показания доктора Кипера были даны 22 февраля 2021, и он предоставил дополнительные документы 8 месяцев назад. Во-вторых, в Калифорнии действует строгое правило, согласно которому сторона, добивающаяся открытия, может ходатайствовать перед судом не позднее, чем 60 дней после завершения допроса. Эмбер Хёрд обратилась в суд явно гораздо позже, после окончания допроса Кипера в начале 2021. В-третьих, стороны не могут уклониться от обязательных сроков, прописанных в законе штата, а Эмбер Хёрд осмелилась выдать вторую повестку в суд Дэвиду Киперу. Здесь просрочка ходатайства бывшей жены Джонни Деппа явно налицо. Доктор Кипер представил документы в ответ на первую повестку в суд и был допрошен 21 февраля, во время которой адвокат госпожи Хёрд задавала доктору Киперу вопросы об отредактированных версиях тех самых документов, которые она, Хёрд, теперь ищет в неотредактированном виде. Адвокат госпожи Хёрд так и не стал требовать дальнейших ответов. Вместо этого госпожа Хёрд пытается обойти закон, направив вторую повестку в суд 8 месяцев спустя. Актриса ищет документы, которые не могут быть получены через повестку в делопроизводство. Доктор Кипер в своих показаниях указал, что он пользовался сторонней бухгалтерской службой, которая производила и хранила все его платежные записи. Ходатайство Хёрд не подкреплено какими-либо доказательствами, которые могли бы установить веские основания для производства, особенно в той мере, в какой ее петиция требует предоставления медицинской информации, выходящей за рамки того, что предписано судом штата Вирджиния. Прошлые факты, установленные во время допроса доктора Кипера, ограничиваются утверждениями об употреблении наркотиков или алкоголя, психическом состоянии и телесных повреждениях, полученных в результате поведения госпожи Хёрд. Кроме того, вторая повестка стороны ответчицы не была должным образом вручена доктору Киперу. Напомню, что слушание должно было пройти 28 февраля 2022. Мы теперь утвердились во мнении, что это действие Хёрд было связано с тем, что ей нужна была дополнительная информация, выходящая далеко за рамки этого дела. Она хотела получить информацию о здоровье Джонни Деппа вплоть до этого 2022 года. Но доктор Дэвид Кипер вовсе не свидетель-эксперт, он всего лишь терапевт. Позиция адвокатов Джонни Деппа выглядит более убедительно в данном судебном процессе. Это, несомненно, заставляет им верить
проверить. Однако есть непонятные нюансы, которые, в свою очередь, вызывают беспокойство, так как могут усугубить и без того непростую ситуацию. Например, зачем мисс Хёрд и ее защите нужны дополнительные неотредактированные документы доктора Кипера? Нужна какая-то провокация, которую затем сольют в прессу? Вряд ли ее выходки во время досудебного разбирательства смогут как-то повлиять на главный судебный процесс, но ее поведение является индикатором того, что у Джонни Деппа есть доказательная база, которая позволит опровергнуть ее авторитет. А вы знали, что хэштег Justice for Johnny Depp снова бьет рекорды в поисковике Твиттера и других социальных сетях? Поддержите и вы любимого актера и просто хорошего человека. Поделитесь этим видео с друзьями и близкими. Пусть как можно больше людей узнают правду. Посмотрите другие мои не менее интересные видео на этом канале. Это будет вашей лучшей благодарностью для меня. С вами, как всегда, был Владимир и файлы Джонни Деппа. Берегите себя, мирного вам неба и пока-пока.